Всем доброе утро. Нас подняли с постели, мы еще даже постель не заправили. Погода у нас пасмурная, а идем мы, Инессочка, идем мы за вашими стульями. Сейчас покажу. Пойдем, Алексей. Операция кооперация начинается. Дети учатся. Посудку всю Олег на места разложил. Это нашей подруге тарелка лежит. А мне жилеточку дай, пожалуйста. Кого? Жилетку. Олег, тебе вот этот цвет зачем? Нужен, да? Ну, да, нужен. да. Включаю, прости. Чик, жилеточка. Блин, неплохо видно. Лампа не так уж хорошо светит. Давай, пойдем. Операция кооперация. Так. Ключи взял от ее квартиры? Да. Молодец. Да, она еще просила посмотреть, что там отсырело, не отсырело, плесень, шмесень. Сейчас мы все посмотрим, Инессочка. Турецкие друзья наши уехали в Адану. Ой. И мы идем теперь сами. А так обычно наш турецкий друг. Он заказ делает, мы даже не знаем, когда эти заказы приходят. И наши заказы он все на свой адрес заказывает. И Инесса, то, что нас просит, все на его адрес приходят. И, соответственно, если что-то тяжелое, он просит помощи. Если не тяжелое, он сам. А сейчас он уехал, поэтому мы идем. Стулья приехали нашей подруги из Украины. Чем пахнет? Едой какой-то пахнет, потому что, знаете, топленым курдючным салом пахнет. Фу. Мы еще не завтракали, но такие запахи я не готова была с утра пораньше. Ну как с утра пораньше? Начало 12-го, да? Кападжиста? А? Он сказал Лука Паджи. Ну, я не думаю, что Паджи домой запасывал. Нет, ничего, пойдем. Что-то мы тут бегаем по этажам, а стульев не видим. Ты пока постучи, я тут наружу посмотрю. Нету. Ой, слушайте, несмотря на то, что на улице пасмурная погода, так тепло вообще. Я в одной кофте и жилетке. Очень тепло. Что ты не стал стучать, КПЖ? Ты думаешь, туда отволокли? Да. И вот сюда могли поставить. Да нет, не должно быть все так сложно. Надо к нему. Ну, конечно, нету. Котярик тут гуляет. Merhaba. Merhaba. Eray Koçak. Teşekkür ederim. Не-не-не, там 4 таких. Оказывается, в квартиру КПЖ занес. Вот. И сейчас мы... Ногу. Ага. Сейчас мы занесем в квартиру нашим друзьям украинским и проверим. Сказали, что в одном свертке 2 стула должно быть. Операция «Проникаем в квартиру наших друзей». Ой. Ой, смотри, тут за свет цветочек. Я подложил. Ты подложил? Я не зашел, увидел. Зайди. Поснимай, сейчас занесем, а потом будет мало места. Дружеваться. Да? Нет, я так. Ну, Эрай так ходил, а я разулась. А тут уже дофига, что им привезли, да? Смотрите, вот это правильное решение, что все здесь открыто. Чё... Да, Алексей молодец. Что здесь, где сыро? Давай, что она просила проверить?
Закрой дверь, сейчас кошка зайдет. Так, Инессочка, для вас снимаю. Для тебя снимаю. В общем, смотри, тут вроде все хорошо. Так. Ну так, пахнет в квартире, как будто здесь никто не живет, как и должно быть, собственно. Ну, вот это у вас набухло еще, наверное, с тех времен, когда текла вода. Вот. Так, в принципе, грибка я нигде не наблюдаю. Все хорошо. Углы еще посмотрим. Ну, вроде все хорошо. Лёш, что-то он так это самое накидал тут. Давай компактнее вот эти все коробки поставь, пожалуйста. Это стеллаж заказывал он. Это вот стол он заказывал. И... может быть, имеет смысл ковер вот так поднять? Чтобы не на ковер это ставить коробки грязные. Да, в меру беспорядок. Алексей говорит, на балконе в меру беспорядок. Пройдись еще ты своим глазом. Я прошлась, не нашла Ну, тут, смотри, грибок. В ванной комнате была проблема. Ну, пойдем в ванную комнату. Чик, свет включил. Слушай, холодильник заработал, да? Причем сеть? Дождь белый. Ну, чё, где смотреть? Здесь было там мокро, и вот эта стена мокрая. Тут мокро тоже. Здесь все сухо. В комнате все сухо, Инесса. Грибок не наблюдаю. Ну, вот это, наверное, немножко грязючка. Нет, это не грибок. Немножко паутинка. В комнате вроде все хорошо, да, Леш? Ну да. Вам тоже посмотреть. Пойдем. Где в ванной смотреть? Где текло-то? Ты же больше знаешь. Текло вот здесь вот где-то у них из-под Душевой. душевой. Вроде везде все сухо. Вроде везде все сухо, все хорошо. Вот этих вот надо зверюшек выкинуть. Не знаю, что здесь. А что это кто оставил? Не знаю. Зверюшек сейчас выкинем, короче, не переживайте. Любишь? Кошка пытается забежать. Слушай, ну это последние жильцы, а мы что-то этот как-то. Ключ забрали. Больше некому, правильно? Что-то они тут... Ну вот это они все постирали, здесь оставили. Слушай, тут тоже какие-то зверюшки. Я понять не могу, кто это. Самые зверюшки. Какие-то они вот. Это вид с первого этажа. Кстати, вид с первого этажа не так сильно виден грязный бассейн. Сейчас, в зимний период времени. Выкинь сразу этот пакет. А вот это искусственный у них цветочек? Да, искусственный. Вот вид с первого этажа. Красивый, да, тоже вид? Несмотря на то, что море практически не видно, все равно красиво, да? Да. На сад, на нашу эту беседку. Хорошо смотрится все равно. Все зелененькое. Давай, в общем, Леш, вот эту коробку вот сюда двигай, вдоль дивана на ламинат. Потом поднимаем ковер. И остальные коробки компактнее сюда заносим. Да. Упс. Не стал, в общем, Алексей загибать ковер, а вот так компактнее поставил. И стулья занес в спальню. Вот. Да, надо это самое. Время будет прийти здесь. Время будет прийти посмотреть, что вообще привезли. Да? Пойдем. Все, свет выключил, да? Да. Кошка даже не стала лезть в пакет. А ключ? Что-то течет еще там, блин. Надо было вам зонтик взять, хоть один. У нас трое, зонтик один. Куда мы? Ну, хотя бы кто-то не промок бы. Да. Ребята пришли с тренировки, все мокрые. Как с гуся вода не получилась, да? Не? Надо куда повесить. Мадам Коко!
Слушай, Леш, я посчитала, ты на 2 900 накупил кучу комплектов на всю семью, на все случаи жизни, на все, как это сказать, варианты, на все варианты запаса. То есть, ну, как бы у нас было по одному комплекту, а варианты запасов у нас не было. Что не купили? Сухарики, господи, хлеб, сухари. Вот, и сейчас покажу, что в Мадам Кокошке Алексей купил. Итак, смотрите, какие комплекты купил Алексей. Слушайте, я в шоке. Лира падает и цены упали. Это вообще задарма мы все купили. 4, смотрите, комплекта этих Мадам Кокошные нам обошлись в 500 с чем-то лир. Я посчитала на рубли, это 2 900 рублей. 2 900 рублей в Москве. За такие деньги только один комплект купишь, да? Здесь, значит, смотрите, Quilted Cover. Большой, короче, размер 200 на 220 пододеяльник, 240 на 260 простынь и 2 наволочки 50 на 70. Вот такой комплект, короче, это простынь, наволочки вот такие коричневенькие. А что касается, пододеяльника, он с одной стороны цветочками, это как, смотрите, здесь коричнево-красноватые оттенки, а у нас голубо-бирюзовые, что ли, оттенки. Вот наше, то, что мы покупали до этого, тоже видите, здесь одна сторона и простынка вот такими вот, плетенкой такой, короче, а вторая сторона цветочки, вот. Здесь то же самое. Получается, одна сторона пододеяльника и простынка будет вот такая плетеночка, а вторая сторона будет в цветочках. Вот, на картинке нарисована, да? Такая вот красота. Стоит 200 лир. Сейчас в связи с упавшей лирой этот комплект получился, нам обошелся. Сейчас уже, Леш, 5,17 курс лиры, прикинь, к рублю. Это получается 1034 рубля. Да? Правильно считаю? 1034 рубля вот этот комплект, получается, 4, да? 2 наволочки, пододеяльник, простынка. Это Алексей купил для Олега, у него свое одеяло. Мы покупали такое же, как нам дарили наши друзья, из овечьей шерсти, да? Из овечьей шерсти, только мы взяли размер одеяла ему поменьше, ну, потому что мы вдвоем укрываемся, и нам хватает, а Олег один укрывается, и ему хватает. Размер его одеяла 155 на 220, на 215, и вот он купил для него пододеяльник 160 на 220. Здесь в комплекте еще 2 наволочки 50 на 70, 110 лир, да? 110 лир получается 567 рублей. 567 рублей. Что, не нашла? Нет. Вот это, у Миши мы привезли синтепоновое одеяло, оно имеет... Оно такого же размера, как и наше. В принципе, теоретически детям можно одеяло поменять, да? Одному большое дать, второму маленькое, да? Да. Ну, это уже решим. Просто когда мы изначально приехали, мы Мише отдали синтепоновое, а Олег укрывался у нас вот этим Мадам Коко. Это тоже Мадам Коко. Оно вот наподобие такого одеяла, то, что нам наши турецкие друзья дарили. Вот. И поэтому так и получилось, что потом, когда купили одеяло из овечьей шерсти, его отдали Олегу взамен вот этого одеяла, а Миша так остался продолжать укрываться синтепоновым. Синтепоновое у нас большое одеяло, оно 195 на 215, поэтому вот для Миши купили 2 комплекта пододеяльников. Почему только пододеяльники взяли? Потому что простынки я привезла из России. В принципе, у детей там не сильно большие простынки нужны для детей, не сильно большие простынки нужны. У Миши там односпальный диван. Вот, поэтому то, что мы привезли простынки из России, этого будет более чем достаточно для детей. 2 пододеяльника взяли, чтобы их менять. Один комплект постирали, второй комплект одели. Здесь получается вот такой. Вот смотрите, какой миленький, да, комплект. В комплекте пододеяльник 200 на 220 и 50 на 72 наволочки. Здесь то же самое. Здесь вот такой комплектик, тоже красивенький. 200 на 220 пододеяльник и 50 на 70 2 наволочки. Эти комплекты 129 лир. 129 лир на наши деньги. Умножаем на 5,17.
666,93. 667 рублей каждый вот этот комплект с большими пододеяльниками. 667 рублей, 500 с чем-то рублей. Сколько, 200, да, которая? Нет. Нет, 200 легко посчитать. 200 это 1034 рубля здесь вместе с простынкой. Это наш с Алексеем комплект. Вот такие 4 комплекта в общей сложности на 2900 рублей. Олегина 560. 560. Рублей. 569 Олежкина. Олежке купили один пододеяльник, потому что второй пододеяльник я ему привезла из России, он тоже у меня новенький. Там простынку тоже стирали, когда стирали комплект тот? Да, надо тут лежит. Вот надо ему поменять тоже. Не помню. Вот, а все это, вот это сейчас мы все распакуем и отправим в стиральную машину. Когда это все высохнет, всем заменим постельное белье, да? Всем заменим, а тем, чем сейчас пользуемся, отправим в стирку. Правильно? Да. Все, теперь мы обжились всем, что надо. И будем сейчас снимать для вас мукбанг с графскими развалинами. Это вообще уже накрытый мукбанг. Это уже накрытый мукбанг. Надо садиться, да? Да, уже все готово. Хорошо. Вот А ложки пить? я ложки положил, чайник согрелся сейчас. А, ну все, тогда сажусь. Кусать от целых кусков. Хорошо, хорошо. Все. Правильно, полки? Ну да. Алексей решил заняться полочкой. Что там, цвет сильно отличается? Отличается. Ну, внутри более какая светлый. разница, да? А? Все равно не будет вещами заложены, не будет. Ну видно, да, я какое тоже так оно считаю. цвета. Мгм. Ее белое, может, было бы сильно заметно, а так вот под дерево. Ну да, я тоже так считаю. Михаил, нужно... Олежка Умка всю посуду перемыл. Миша турецкий язык у нас учит. А Алексей, посмотрите. Вуаля, вуаля. Что-то мой халат швырнул сюда. Теперь у нас полочки. Сейчас все аккуратно сюда развешу. Развешаю. Все аккуратно соберу. Поставлю. И теперь у нас вот дополнительные полочки. Вот этих двух полочек не было. Был только платяной шкаф. Полностью до низу. Вот, а теперь вот эти две полочки образовались у нас. Алексей их поставил. И можно теперь заполнять. Постельное белье сейчас сюда сложу. Вот, в общем, все разложу здесь. Красиво, аккуратно. Сейчас в Мигросе продаются каштаны. Такие вот сырые, они их как-то готовят. Каштаны называются. 59,95. Ну и так другие орехи, вон тоже. Чевис 49,95, грецкий орех. Фундук есть вот 23,95. Какой-то другой кабуклу орех, не знаю. Еще вот такой вот есть каштаны экономик. Типа дешевле. А, это полукилограммовый. Да, чуть дешевле выйдет, если килограмм 49 лет. И вон тоже эти, как они называются, арахис нечищенный. А, и фисташки вон есть еще. Какие-то крупные прям. Ладно, мне тут что надо не подошло, я пойду дальше. Зашел в Мигрос большой. Здесь, смотрите, вот эти новогодние всякие конфетки, шоколадки. Велики переставили. Кстати, много стало электрических великов. Какие-то детские игрушки, какая-то игра вот здесь, составление слов. Вот, 169 лир. Но я на английском, на турецком тяжело такую игру. О, елочки, иголочки на тарелках, везде. Так, это стандартная продукция. А, тут тоже елочки, иголочки. Это подарочная, получается, керамика. Вот. Здесь еще одеялки, подушки здесь всякие есть. Кстати, вот это вот что-то подобное хотела Оля купить. Сейчас под эту фотку я отправлю. Может быть, надо вот это будет купить что-то из этого. Пытаюсь найти тахин, это кунжутное масло здесь в Мигросе. Тахин полно. Тахин же это кунжут по-турецки. Вот он, тахин, паста. Но это все паста, это не жидкие. Пекмес всякие разные.
Пикмес еще. А, это какое-то рожковое дерево нарисовано тоже. И здесь тоже рожковое дерево нарисовано. Короче, какого только тахина нету. Тахин пикмес, тахин такой, тахин сякой. А чтобы было этот кунжутное масло, такого, короче, нету. Натуральный здесь вот есть. Догал. Вот какие-то и густой. И густой, и жидкий. Хрен разберешь его. Кунжутное масло, короче, я пока не обнаруживаю. Из масла только есть. Оно вот тут сверху какое-то плескается масло, но нам надо нормальное, наше российское прозрачное масло, как у нас в России. Короче, блин, уже в который магазин заезжаю, ничего такого нет. Судя по всему, придется Оле готовить либо с тахином, нам такой тахин вот такой вот дали соседи, вот этот вот мигросовский, как-то из него что-то использовать и готовить, либо совсем без него. Носки здесь еще новогодние продаются. Термобелье типа того, гляньте, с оленями. Тут и красные есть, и какие-то с зайчиками, с Дедами Морозами. Вот они тут всякие размеры. И с пингвинами. Прикольно. И с какими-то гномиками, и с елочками. Сколько стоит, правда, цены нигде нету, но выбор есть. Это все в Мигросе я сейчас нахожусь. А это термобелье, какие-то штаны продаются. Акция на кого здесь? На игрушки, на эти вот. 41,94. Так, что еще тут? Вроде бы телеков, смотрите, какой ряд прям. Блин. 8500, 4200. Это круто, я что-то без внимания даже. Так, что здесь с размерами? Этот 55, 50. Ну, этот, наверное, тоже 50, как-то написали, непонятно. Следующий 50, следующий 49, 49, 43 дюйма, 42 дюйма, 43 дюйма, 43, 43, 40 дюймов, 39, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32. Видите, сколько? Индирим написано, не знаю, в чем скидка, но, в общем, вроде как стрелочки нарисована, цена Fiat типа вниз. Так, что-то здесь еще новогоднее. А, тапки новогодние, праздничные. Штаны и тапки. Вот штаны, а вот тапки. Одевай наряд и ходи. Какие-то еще наборы, каких-то коробочек пустых. Какие-то плошечки еще, смотрите, с колокольчиками. На новогодний стол, короче. А, гирлянды вот продаются. Но гирлянды никакие не купили. Сколько эти гирлянды стоят, сейчас поищем. Здесь вот какие-то ценники есть. Про штаны есть, про тапки, а вот про гирлянды. А, вот они, 69,90. Вот. Гирлянды на окно, то есть этим, с дождем висят. Надо подумать.